Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деньгам и поговорим о том, почему деньги убегают, уходят от вас. Какие есть на то причины и от чего нужно избавиться в плане своих привычек, в плане каждодневных практик, ритуалов, для того, чтобы избавиться от безденежья и привлечь энергию изобилия и достатка в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждый из нас хочет, чтобы в его жизни было достаточно денег, ведь если они есть, то можно побаловать себя, своих близких, покупать то, что мы хотим, ездить в те страны, где мы хотим и так далее. И вы знаете, когда у человека больше денег, человек становится намного счастливее. Но деньги – это особая энергия, которая имеет свои правила, и приходит она не ко всем людям. Часто многие стараются получить деньги в своей жизни, но у них это не получается, так как они сами того не зная, не придерживаются определенных правил и тем самым отталкивают вот эту энергию из своей жизни. Поэтому нужно уметь привлечь ее, показать, что вы достойны ее получить, но и, что немаловажно, суметь ее удержать. Денежная энергия периодически проверяет людей, достойны ли они ее, готовы ли они к деньгам, умеют ли они распоряжаться деньгами и не сходят после того, как получили большую пачку денег, просто с ума. Поэтому нельзя, чтобы деньги находились в старом кошельке. Обращаем ваше внимание, в вашем кошельке не должно быть потертостей. Это не только способно оттолкнуть от вас денежную энергию, но и даже привести вас к безденежью. В таком кошельке они, к сожалению, не будут задерживаться. Если они будут смяты, сложены не по возрастанию, эта энергия тоже будет уходить от вас, так как такими действиями вы ей показываете, что не готовы к ее появлению в вашей жизни и что просто у вас нет на нее времени. В кошельке всегда должна оставаться разменная купюра, иначе потеря денег вам обеспечена. Также обращаем ваше внимание, что в вашем кошельке не должно быть никаких предметов, которые не связаны с деньгами. Например, фотографий, каких-то квитанций, чеков и так далее. Помните и знайте, что это не место в вашем кошельке. Такое соседство не понравится денежной энергии, которую вы хотите привлечь к себе, и она, к сожалению, к вам не придет. Разложенные по карманам деньги не дадут денежной энергии появиться возле вас, так как они должны находиться в их домике. Ваш кошелек должен быть новым и красивым, а держа их в карманах, вы показываете ей пренебрежительное отношение. Также помните о том, что вы ни в коем случае не должны стричь сами себя, потому что тем самым вы отрезаете от себя денежную энергию, и она не будет задерживаться возле вас, а соответственно вызовет определенные жизненные трудности. Также никогда не хвастайтесь своими доходами, потому что денежная энергия не любит жадных и хвастливых людей. Потому что после таких поступков, если вы обращали внимание, как только вы кому-то расскажете о том, что у вас появились деньги, что вам заплатили премию, или вы устроились на какую-то высокооплачиваемую работу, деньги начинают быстро уходить от вас. А если определенный человек вам в этот момент еще и позавидует,
то у вас произойдет энергетическая блокировка, которая не подпустит к вам и другие положительные энергии, и это приведет вас к различным проблемным ситуациям, от которых избавиться, к сожалению, будет непросто. Также не имейте привычку считать чужие деньги. Помните, это не ваш доход, это не ваша денежная энергия, и вы не должны тратить на это свое время и свою энергию. Направьте ее в правильное для вас русло и сделайте то, что притянет деньги в вашу жизнь. Нужно менять обязательно ход ваших мыслей и думать только о себе, иначе денег у вас так и не появится, как бы вы ни мечтали и как бы вы не хотели заиметь больше денег в своей жизни. Не обсуждайте никогда, на что люди тратят свои деньги, и не ставьте себя на их место, потому что, казалось бы, эти простые привычки, они также приводят вас к безденежью. Также никогда не давайте деньги и через порог, потому что тем самым вы отдаете свою денежную энергию, и она переходит к другому человеку, а вот вернуть ее будет практически невозможно. Возможно, вы замечали, что бывало так, что у вас знакомая, подруга, сосед, кто-то из родственников попросит деньги. И, как правило, люди, которые отберут деньги у вас в долг, они, как правило, спешат получить эти деньги, потому что им нужно срочно закрыть или решить тот или иной вопрос, связанный с деньгами. И, как правило, они не заходят в дом или в квартиру, а просят по-быстрому передать им деньги. И они, стоя условно еще в коридоре, получают от вас деньги. И, возможно, вы обращали внимание, что человек вам обещает стопроцентная гарантия, что он вернет вам деньги. А ситуация через неделю, через месяц оказывается патовая. У человека появляются какие-то ситуации, и он вам не отдает эти деньги. А это приводит к тому, что у вас происходит энергетическое обнищание. Также в своем доме никогда не пользуйтесь двумя вениками. Это не только лишит вас денег, но и притянет к вам большие неудачи. Веник в доме обязательно должен быть один. Поэтому, если у вас есть частный дом, то для улицы у вас один веник, для дома другой веник. Также, если мы говорим о квартире, если вы в квартире подметаете, не используйте пылесос по разным причинам. В квартире этот один веник. Если вы подметаете в парадной, на лестничной площадке, это второй веник. Если вы подметаете на балконе, это третий веник. Помните об этом правиле. Краны, которые протекают, будут вымывать из дома деньги, а вода еще и усиливать это, и все это в результате принесет вам достаточно сильные проблемы с деньгами. Помните о том, что стол – это сакральное место, поэтому никогда не сметайте с него крошки руками, потому что таким образом вы отталкиваете деньги из дома и привлекаете сильный разрушительный негатив, который испортит особую энергетику вашего жилья. И никогда не стойте на пороге при открытой двери, так денежная энергия выдувается из вашего дома. Если кто-то пришел к вам, выходите сразу за порог. Или наоборот, приглашайте к себе в дом на чашку чая. Но закрывайте дверь. Так вы сохраните ее в своем доме. Помните о том, и мы неоднократно говорили, но, к сожалению, многие все равно стараются не придерживаться этого простого правила. Не одалживайте никому соль. Так от вас уйдет финансовая стабильность и благополучие. Если вы получили зарплату и сразу начинаете ее тратить, вы будете иметь постоянные денежные проблемы, которые с каждым разом будут только увеличиваться в вашей жизни. Если у вас упала монета, не ленитесь за ней наклониться и поднять, даже если она небольшого номинала, потому что так вы показываете денежной энергии, что вы цените ее, что она есть в вашей жизни. А вот если вы не будете наклоняться за монетами, вы тем самым притянете денежные потери, и это будет для вас уроком,
что нужно ценить все то, что у вас есть. Никогда также не выбрасывайте старые купюры, потому что это приведет вас к такому же результату. Давайте всегда милостыню купюрами, пусть даже маленького номинала. Так вы показываете денежной энергии, что вы не жадный человек, и после таких действий она в большем количестве появится в вашей жизни. Но не забывайте о том, что никогда нельзя жалеть о своих поступках, связанных с деньгами, и хвастаться ними. Сделали, сразу забудьте о них, так как при малейшем упоминании денежная энергия от вас уйдет. Денежная энергия относится к нам, так как и мы к ней. Если мы стараемся придерживаться правил, мы выражаем ей свое уважение, и она также будет стараться находиться в нашей жизни. Поэтому, если вы решили получить ее в свою жизнь, значит, изучите все то, что с ней связано, чтобы потом не жалеть и не говорить о том, что вы не можете с ней справиться и денег у вас постоянно нет.